Всем здорово! Ну вот и настал тот долгожданный день, когда мы приехали в берлогу к Мишане, в наш дом, баню «Медведь и щука», которую мы рубили в 2018 году, собирали в 2019. 120 кубометров, 10 на 12 по осям, сибирский кедр 40, 42, 44 диаметром. Очень много видео у меня на канале, смотрите, как она строилась, пособие целое отснято. Благодарим Мишане, что он нас пригласил на открытие, хотя уже открытие давно состоялось, он уже здесь живет, парится. Называется она «Дом баня», потому что заказчик здесь уже живет, и дом у него на самом деле основательный такой, достраивается, и в принципе он говорит, что может быть дом детям там отдаст, а сам будет здесь все время жить. Приехали тестировать парилку, мангальную зону, немножко пожить здесь, почувствовать атмосферу, как оно в кедровом домике ощущается. Вот. И поскольку мы с Михаилом заядлые парильщики, да, Михаил? Вот, нам очень интересно попробовать, как ведет себя парная из кедра. Вот. Ну, будем пробовать, снимать, как получится, смотрите. Что скажешь, Серега? Ну, я не парильщик, но очень интересно наблюдать за этим, за всем, когда парильщики вокруг бани там суетятся, все эти нюансы узнают, передают друг другу. Потом в такой бане париться, конечно, это здорово, подарок, то, что нам позволили, мы приехали. Будем смотреть. Тебе, наверное, больше интересно, как вот стены себя ведут, да? Да, конечно. Ну, это наш первый опыт, один из первых. Ты все время говоришь первый, ну, а все время приходим и каждый раз все время первый. Ну, вот так, чтобы в эксплуатации, ну, одни из первых бань. Вот. Первый человек, кто нас пригласил, так скажем, протестировать уже все, когда уже все готово, это вот, да, такое есть. Да, это подарок просто. Спасибо огромное хозяину, что мы здесь. Сейчас все будем лазить и снимать, показывать. Ну и ты, подрастающее поколение, пару слов. Что будешь делать здесь? Париться. Вот так вот нравится вот? Да. Что больше всего здесь понравилось, так, на первый взгляд? Щука и медведь. Погнали. И дверь. Мужики, закаляйтесь. Запариваем, точнее говоря, замачиваем веники правильно. Это сначала мы ставим черенками вниз в воду, чтобы они напитывались через черенки и уходило в листья все. За сутки ставим черенками вниз, происходит напитывание листвы и веток. Вот они уже, вот мы поставили вчера, вот они уже не такие хрупкие, не такие сухие, так скажем. И за 3 часа до парения кладем листвой уже вниз, черенками вверх, чтобы листва напитывалась. Вот. Что нам это дает? То, что если при запаривании, как обычно, вот я тоже много лет так делал,
У нас отвар весь уходит в воду, когда мы заливаем кипятком. И лист потом осыпается, так не держится долго на венике. Ну что, первый заход сейчас будем делать. Рассчитываем примерно на 3 часа парилки. Начинаем с прогрева, как обычно, по классике. Вот это наше масло пихтовое, петропавловское. Я считаю, самое лучшее в мире. Вот, так как я знаю, как это делается все. У меня Карифан работает на этой пихтоварке, на нашей. Вот, мы с ней ходим. Мишаня уже одну подарил, там пол-литровую. Вот, он вообще говорит, супер, просто он ее бережет, как, говорит, как зеницу ока. Вот. Просто подышим, погреемся. Первый заход. Погнали. Так, залезаем. Да. Каменка большая, там 300 килограмм примерно камня. Вот, поэтому залить можно не бояться. Мы ее зальем. Какой вид бани тут? Пошло мы. В смысле, какой вид? Черный, белый. Серый. Серый вид. Полки низковатые. Да. Их не чувствуется. Можно было вот так смело делать. Так, весь пар наверху. И вот поэтому залазите. Ну, ступенчато, да, как-то вывести. Полки у нас из липы, скорее всего. Вот какие-то из лиственной породы, не смолятся. Бревна разошлись, мы видим, да, раскрылись, вот они, трещины. Вот, поэтому не торопитесь топить после того, как сруб у вас собран, привезли. Не торопитесь запускать отопление. Вот к чему это может привести. Вот к этому. Герметик отошел, но в принципе герметик здесь вообще как бы не особо нужен. Вот. И запаха кедрового не чувствуется, потому что все покрыто осмо. Здесь то же самое, внутренняя только осмо применяется. Вот. И поэтому запаха кедрового не чувствуется, но можжевеловые вот эти спилы, они пахнут. Вот, Серега, покажи, можжевельник, вот он, видно, что здесь прибит. Вот, и когда заходишь, такой тонкий аромат, этот вот, не знаю, как он там, еловый, не еловый, можжевеловый, масла вот эти вот, они ощущаются. Потолок, там дальше, тоже, вот, мне кажется, такой вот породный какой-то, либо. На осину маленько тоже похоже, но не осина. Так, ну что, 63, потихоньку набирает, давай еще поддадим. О, вот здесь хорошо. О, вот здесь хорошо. Вот оно где, все. нафиг. Вот. Ну, я привык в общественных банях париться, то есть там примерно вот на верхней полке вот такая температура. Да ладно. Да, да. То есть ты когда поднимаешься на самый верх, там высокие потолки, вот, и ты так заходишь по лестнице, там чуть ли не в 3 метра, а то и больше. Вот, садишься, и вот там примерно такая. Вот. В чем плюс? Здесь вот сейчас ощущается воздуха очень много. То есть хорошо, что потолки немножко принижены, чем в основных комнатах. Там 3 метра, здесь, наверное, 2,70 примерно, 2,80. Вот. Но все равно, то есть хорошо, что они высокие. То есть не стал он еще ниже опускать здесь, оставил так. Вот. И дышится легко относительно, хотя здесь вот, ну, термометр ниже. То есть здесь термометр тоже можно было и повыше повесить, чтобы понимать, сколько здесь температура. Сейчас здесь 65 практически нагрелось внизу. Вот здесь градусов 70-80, наверное, есть. Пар влажный, сразу пошел конденсат. Че, Илюх, как ты? Четко. Прогреваешься? Да, Терпится? Терпишь? конечно.
Ты можешь пониже маленько, если это. Регулируй там, короче, сам свою температуру. Нагрев. Жгет прям. Жгет? Ну, у тебя, видишь, сала мало, жира, поэтому жгет. Ну, а пока он пробьет. Вот это. Ну, у вас тут хорошо, камера нагревается. Резко Сколько прям. кондиция? Ну, и то у тебя там это, внизу-то не особо. Не, ну я вот поднял руку, там будь здоров сразу. Просто. Да, вот здесь бы мне было самый комфорт. То есть поднять еще, да, примерно сантиметров 50. Вот, чтобы можно было здесь сесть в полный рост и веником еще махать, да, то есть примерно вот так высоту сделал. Вот, то есть ты должен махаться, чтобы потолок не мешал. Так ты так и скажи. Вот. И парильщик, да, то есть получается парильщик тоже встает, грубо говоря, вот на эту ступеньку, и ему комфортно уже обрабатывать Пациент. клиента, да. Еще можешь ниже сесть, Михаил. Сейчас задача у нас прогреться максимально. Вот, потихоньку прогреваемся. Если устаешь, опустись еще ниже на ступенечку. Сиди, расслабляйся, дыши. Дышим глубоко. Вдох, выдох. Чтобы у тебя там пихтовое масло все пробегало по тебе. Пропитывало твои органы внутренние. Дыхательные органы. Ну, хорошо. Сейчас опускается потихоньку сюда уже. Ну, на понижение пошел, правильно. И все на ощущениях делаем. То есть чувствуем организм. Человек существо чувственное, надо все чувствовать. Вот. То есть я люблю, когда ощущение есть прогрева полного. Ну, то есть сейчас я вроде зашел, у меня чувствуется какой-то есть внешний нагрев пошел. Там носоглотка, вот здесь вот вроде как тепло, Вот, все вот, уже. У меня носоглотка. Вот. Мне кажется, то, что мы вчера винограда поели. Голова как бы, потому что вверху было все, а тело-то оно холодное. То есть на самом деле, чтобы прогреться, первый заход он важен, чтобы задать темп, как бы так скажем, запустить организм. Сколько по времени вот первый заход длится, я не знаю, примерно, на минут 15, может быть. Значит, плавный прогрев происходит, то есть есть вот эти вот бани, я как уже говорил, самые простые, где ты заходишь, там вода кипит, железная печка фигачит, быстро нагревается, и все, и ты там, и все, и тебе потом в снег надо прыгать, контраст сразу делать, потому что ты нагрелся, и все, и у тебя организм уже готов к контрасту. Вот, то есть это тоже нормальный вид бани, но не для всех. Вот, а здесь можно плавно за 15-20 минут, вот мы сейчас прогреваемся. Пошел он, Михас чешется, я тоже чешусь. То есть основная цель бани, вот у меня, к примеру, это очищение пор кожных. Когда ты почувствуешь, чувствуешь, что там что-то какая-то кожа отходит, отмирает. Чешется все. Вот. И ты, да, постоянно буквально вот это занимаешься этим. Все. И вторая процедура это закаливание. То есть укрепление сердца, сосудов. Ну и просто вообще, в принципе, кайф получить это контраст. Мы прыгаем, значит, из парилки в снег. Вот это вторая, моя самая главная задача. Не знаю, там у всех по-разному. Ну, попариться, естественно, веником, там пройтись эксклюзивным каким-нибудь там, не знаю, можжевеловым. Вот у нас там можжевельник так себе растет. Сейчас только начали выращивать. Вот, а здесь его много. Поэтому можжевельником, конечно, это тоже круто. Так, ну что, сейчас будем двигаться на выход. Посидим маленько, отдохнем. Вот, Серега, давай, что, переходим в душевую. Сейчас Михас выходит, омывается прохладной водой и идет в комнату отдыха. Помывка сделана удачно. Особо ничего на пол не брызжет. Можно еще сюда подвинуть чуть-чуть занавеску и до пола ее. Она как вот, видите, как она висит, как бы не касается. Можно чуть сюда ее спустить. Там дальше помещение, где Серега сидит, оно предполагалось под ведро, под контракт. То есть Мишаня не особо любит снег, там прыгать или купель с ледяной водой. Он хотел ведро. Вот. Но его отговорили по той простой причине, что здесь нет отверстия сливного.
Вот здесь должно быть сливное отверстие, если такими делами заниматься, еще здесь обливаться что-то. Вот. И подтесывать плоскость бревна снизу, ну, до сколько, до пояса, до уровня. И плиткой все закладывать. Также делать направляйки. Вот, плитку на герметик кладем. Здесь небольшая ванна. Вот здесь. И слив. И тогда можно обливаться спокойно. Чай из шиповника. Шиповник завариваем за сутки обязательно, иначе не заварится. Должен быть такой насыщенный цвет. Нормально. Передумал. Так, Михаил, тебе обязательно выпить. И мед. Вот это как бы две обязательных составляющих в бане, чтобы организм напитался какими-то веществами нужными, энергией, чтобы нам хватило еще пару часов продержаться, как говорится. Вот. Ну и вот можно еще вот такую штуку принимать. Это бальзам пихтовый, тоже продукция наших ребят. Это реклама. На самом деле я тоже частенько вот эту вот штуку эту ем. Вот это от выгонки 3 фракции происходит. То есть самая высокая это масло, абиссип, вода и вот этот вот экстракт пихтовый. Вот, то есть это вот это пихтовый бальзам с медом перемешанный. То есть он сладковатый маленько. Пробую. Хочешь, как хочешь. Отлично. Ваше здоровье. Ну что, пройдемся по наружке. Так, по-быстрому отснимем, чтобы там у нас еще парение будет несколько часов. Пойдем посмотрим, Серег. Так, ну пойдем на мангальную сначала. Здесь такой угловой мангальчик. В проекте это было все сразу у нас, естественно, установлено. Вот. Ну и так и выполнены, соответственно. То есть, да, вплоть до сантиметра мы видим, что вот 50-сантиметровая колонна, и здесь вот сантиметр зазора. То есть все четенько. Мангал у нас, значит, многофункциональный, 3 функции у него. Первое это вот здесь подобие русской печки. Сюда казанки, утятницы ставятся, протапливается, и потом от углей, значит, в горшочках томится еда. Вот это мангал шашлычная, шашлык на решетках, там все дела, мясо жарить, рыбу. Можно открыть. Огнеупорный кирпич. Вот, все из кирпича. Какой-то специфичный, не знаю, если честно, какой. Вот, задвижки все регулируемые. Третья функция это у нас плитка, печка дровяная. Будем пробовать делать плов таджикский или узбекский. Вот. То есть дрова закидывается, плитка, как обычно у нас в деревенских домах. Вот, кружки убираются, если надо, огня побольше. И все. Места для дров. Вот здесь у нас столешница. Это индийский мрамор толщиной 3 сантиметра. Вот, ну, все, в принципе, такой простой, небольшой, но функциональный. Для антуража щука. Она немного треснула за 3 года, запылилась, поэтому художник приезжал, ее немножко здесь подрезал чуть-чуть, покрыл, заделал трещинки. Вот смотрите, что получилось. То есть ощущение, как будто это какой-то вставыш, да, там. То есть, а на самом деле это делается из бревна. То есть это бревно бралось подсушенное, все остальные это зимняя заготовка свежая, как бы подсушенное бревно, в нем резалась уже скульптура. Так, дальше. Столбы. Столбы 50-го диаметра. Все ровные брались, подсушенные, чтобы не треснули. Смотрите, то есть трещин минимально.
Вот. То есть они вообще могли бы лопнуть тут на солнечной стороне, сильно раскрыться. Вот. Трещин минимально. Красота, переход, значит, сердцевина красная, вот она у нас. Заболонь белая. Рисунок офигенный получился. Покрыто все маслом Осмо. Отшлифовано. Что сказать? Ну, косички. Такой древний русский стиль. То есть здесь как бы такое все в древнем стиле. Наличники, столбы. Вот. Значит, что? Ферма, постенбим. Старались тоже брать подсушенное все, чтобы не трескалось по соединениям. Как мы видим, все достаточно плотно, как монтировалось, так и осталось. По длинномерам, которые выходят по выносам, слеги, конь, все это, все, палки больше 6 метров, чтобы завязать. Вот здесь это расстояние получашечное, вот это вот. И, значит, вынос идет в дом. Вот, то есть палка вот эта, она цельная. Не отрезок, не кусок вот этот вот. То есть это все уходит в дом туда, там соединено шпильками. И это бревно, это ферма, то есть вся вот эта конструкция, она никуда не пойдет. Она железно будет стоять, все завязано с основным домом. Проветрили. Очень удобно. Все, сколько у нас? 58 градусов. Сейчас пойдем на второй. Берем веники. Вот так? Открывай дверь, Михаил. Где-то у нас травка не была. Что, Миш, там пахнет? Да. Так, ухо закроем, чтобы не попадало. Что это такое? Это прохладная пихта, вот тут холодная вода, чтобы голова не нагревалась. Ну и аромат поступал молодому человеку. Так, ну хорошо. Сейчас еще кипятка принесу. Когда кипятка нету, вот хорошо, когда в парной где-то есть бак с кипятком. Вот здесь нету, не очень удобно, приходится бегать там, его добывать кипяток. А так чик открыл или там хоп, открутил кипяточка и поддает. Хорошо? Вообще ничего не чувствую. В смысле ничего не чувствуешь? Запах есть? Ну, запах, если говорить, типа... Приятно? Да. Приятно, хорошо. Расслабляйся, ноги расслабь. А если просто тебя на дерево положить голову? Не-не-не, не надо. Так лучше? Так лучше.
8. Оператор спасается, сидя на полу, поднимая руку вверх, ищет разные планы. Да ладно, еще холодно, Серег, пара-то нет. Ну кому как. 60 градусов, смотри. Конечно, вам, мамам, там хорошо. Даже Михас не нагрелся. Видишь, что? Сейчас только начинает. Серега, снимай. Что там? Массаж. Массаж? Так положено? Конечно. Он же боится щекотки. Да, боюсь. Он терпит. Самые рефлексорные эти зоны прорабатываются. Все органы на ступнях спроецированы. Поэтому не надо пропитывать. Вот. Ну, тут все нормально с паром. Вот там человек должен быть. Вот здесь примерно. Вот. Как оно, Михаил? Нормально. Нормально? Хорошо? В голове не жарко? Жарко. Немного. О, просто тебя нету здесь. Здесь типа уже заканчивается. Когда ему в снег-то? Мне надо заранее приготовиться. Я скажу. Я же не могу такой потный вылез. Я скажу когда. Еще не скоро. Так, аккуратненько садись на жопку. Ну как? Хорошо. Какое ощущение? Здесь сядь, иди сюда садись. Ну что, Миша, как? Четко. Сейчас, подождите, еще отсюда. Еще не все. Ага. Я окрестил. Как голова? Хорошо, все, хватит, а то это... Да. Сиди. Сиди. Нормально, сядь сюда, по центру. Может ему шапку дать? Точно, вот она. Звонит туда. Пускай. Может, Миха? Пускай звонят. Дыши, расслабься, спина прямая. Подожди, стой, Саня. Стой. Давай дубовыми пройдемся сейчас. Дуб пахнет. Вот и
Понюхай. Да. Руки вверх. Повыше. Пониже. Прямо. О. Вниз переходи. Сейчас я буду париться. На пол садись, стой. Давай, пошел. Пошел. Пикайте! Остапок потерял. Тут жестко, аккуратно. Не холодно? Ладно. Да тепло сейчас же вообще минус 5 что ли. Минус Где? 30. Снег холодный. Минус 30 так не поваляешься. Нам оно неведомо. Мужики, закаляйтесь. Снег и парилка — это вещь. Да, Михаил? Я нырнул, там нормально снега, а там, короче, камни. Пробороздил? Да. Вот надо фарватер проверять, прежде чем заныривать. Ну вот, в общем, заныриваем, ничего такого сложного нет. Первый раз я занырнул, что-то в Москве мы с батей купались там. Побежали кросс где-то километров 15, наверное. А мне столько же вот было примерно. Я там умотался, все, капец, мокрый. Ну, в Москве же зим нет толком. Пробежались как конкретно. И мокрый весь, потный. Ну, он к моржам меня заруливает. Ё-моё, он, ну, короче, лезет в эту прорубь, капец. А я мокрый, потный, у меня там все, короче, тоже горит. Ну, страшно. Ну, что делать, батя залез, я-то смотрю, нырнул, все. Он худой тоже вот такой вот. Тоже за ним, короче, бах, все. И понял, что это, в принципе, ну, не страшно. Как бы так вот. И с тех пор вот ныряем. Приучаем поколение. Ну, вроде нравится. Сколько ты уже год ныряешь? Да. Примерно год. Нет, стоп, не год. Меньше полугода. Сейчас. Ну, Год если- скоро будет, как я тебя привез. А Что если ты мне еще рассказываешь? обливаться водой, то тогда год. Вот. Короче, зимой в снег, а летом ставим такую бочку большую, ледяной воды накачиваем и вышли 3 ведра. А мы летом почти. Вот. Если есть водоем, ныряем в водоем холодный. Что еще скажешь? Давай рассказывай. Что рассказывать? Сначала ты жопой садился в снег просто, встал Да. и забежал в парилку. Нет, сначала я вообще просто вот так делала, потом умывался. Потом уже это жопой садился. Там даже это оставался этот фигура такая, как это трон такой. Ну, все, потихонечку.
привык. Ну что, пойдем? По карнизам, по подшиве, это сухая сосновая доска, имитация бруса, как Леха Корнаков нам говорит. Вот. Ну, мне кажется, это просто как обычная доска, сплоченная, прикрученная, все, отшлифованная. Переходим к дверям. Двери все делали наши мастера из деревни. Супер, я считаю, профессионалы своего дела. Ну, еще и внутреннюю отделку кое-какую. Значит, это массив, 9 сантиметров входная дверь. Внутри кедр. Медведь вырезан в массиве. Это не приляпыш какой-то, не вставка. Это все в массиве вырезано. Контур внешний, вот это лиственница. Наличники кедровые, мореные. Вот резьба. То есть тоже это что-то означает. Это не просто так от фонаря вырезано рисунок. Открой, закрой, Саша. А насколько мягко, да? Да, фурнитура импортная какая-то. Не знаю, очень хорошая. Вот, все подогнали, все уровни, магнитики, там все. То есть еще отрепетировали. После того, как сруб подсел, ребята приехали и еще здесь доделывали нюансы. Значит, дальше. Проводка везде скрытая, как мы видим. Вот она, все. Все это работает. Все это внутри, в бревнах. Окна. Окна пластиковые. Стеклопакеты вставлены в пластиковые рамы. Блоки, соответственно. И ламинированы под дерево. Подоконники. Опять же, наличники. Все это деревянное. Также те же мастера все делали. Обналичка также кедровая. Окна делала уральская компания местная. Ну, здесь у нас агрегат, это отопление. Часть отопления. Окна. Все так же. Свесы у бани очень большие. Больше метра. Вот. Что хорошо от всяких там дождей и прочих. То есть вода не попадает на сруб. Сруб у нас по внешке, сейчас пройдемся, еще посмотрите, не треснул практически, трещины минимальные. Вот, лес зимней заготовки. Вот, и сразу, то есть, срубили, привезли, он у нас не лежал, собрали и сразу под крышу завели. Ну и плюс тут тень, то есть здесь у нас лес, поэтому также, может, это повлияло. Покрыто все маслом Осмо и загерметизировано. Герметик компании Зобель. Что хорошо, то есть, ну, как бы понятно, что можно не герметизировать наши срубы, они в канадскую чашку, там утеплитель, все работает в пазах. Вот, но интересный вид, просто интересный, и вот эти беленькие переходы, да, то есть оно как бы сливается с основным срубом, и такой, как бы, не знаю, как это сказать-то. То есть обычно, если там идет примыкание, да, то такой чик-чик-чик, трещинки как бы так вот видно, что четкие грани. Вот, а здесь их нет, здесь такие вот переходы плавные. Монолит. Монолит, да, точно. Вот, ну, кому как. Вот, заказчик захотел загерметизировать. Идем дальше. Полукруглая торцовка придает, конечно, придает эксклюзивности, красоты. Вот. Ну и грамотное, конечно, ее исполнение. То есть все по шаблонам, все четко, без перекосов, без всяких там, то есть каких-то ям, пузырей. То есть все торцовано идеально ровно, я считаю. Вот здесь вот хорошо видно, что трещин минимально. Крыша керамика. Керамика. Для задержания снега лежат бревнышки наверху. Водостоки еще будут доделываться. По торцам текстура проявилась очень сильно. Можно посчитать, сколько лет каждому бревну.
Ну, прямо видно, колечки все. Считали, сын считал. Вот, 120-170 лет. Ну, где-то 200 примерно насчитывали. Подшива та же самая сосна, сухая вагонка. И вот это окно у нас единственное в доме, дубовое. Так как оно идет в парилку, то здесь все из дуба. Ну, практически там, наличники только вот эти, это кедровые также, как и все остальное мореное. Вот. А так стеклопакет вставлен в дубовую раму. Обсада. Тоже, ну, обсада, по-моему, только лиственничная, наши пацаны тоже делали, мастера. Вот. А все остальное из дуба. Так как парилка, чтобы не дышать пластиком, деформации, чтобы не было, это окно обязательно делать деревянным. Делала какая-то красноярская компания. Ну, идем дальше, чтобы уже со всех сторон посмотреть. А то скажут, лажу гоните, с этой стороны у вас все треснуло, не показали ее. Ну, здесь у нас, в принципе, что, то же самое все, да. Окошко той же самой компании. Дом стоит на подкладной лиственничной доске. Вот мы видим расстояние до фундамента. Здесь у нас отлив металлический. Ну, закрывает все. Вот. Ну и сруб приподнят маленько. Хотя это как бы так, тоже на любителя. То есть кто как делает, можно и просто на фундамент класть. Ну, тоже интересно. Вот, смотрите, как сделано. И заходим уже на главный фасад, переходим. Значит, 5 комнат. Сейчас Серега покажет, если отсюда. Вот видно перерубы, разделение. То есть вот расположение комнат можно уже примерно прикидывать. 10 на 12 по осям. Плюс входная группа еще 3 метра здесь со столбами. 5 комнат. Диаметр внушительно смотрится. Я уж подзабыл. 38-42. Ну, бывает, знаешь, берешь 38, и приезжают они как будто толще. Ну, то есть, и в принципе же мы можем выбрать, допустим, палка 6-метровая, от комля взять ее. Там 4-метровка, мы от комля берем, она всяко толще, уже там не 38. Второй заход идем. В принципе, 2 заходов таких крепких хватает. Так, что, пихтушечки подбавим. 60 градусов. Камера потеет. Я протер, но она все время, потому что не нагрелась. Сейчас нагреется. И тоже после отдыха тело холодное, остывшее. Опять так же потихонечку прогреваемся. И потом с ног начинаем пропариваться. Потихоньку раскочегариваемся, кочегаримся. И уже в конце уже по полной все уже хлещемся. До изнеможения. Вот, а начинаем все плавно входить в это дело.
Не могу попасть, видишь, что камни закрывают здесь туда, чтобы вдаль улетело там. Еще прилично, только большая с камнями. А хрен попадешь туда. Все заложено. Плавный прогрев происходит нормально здесь. Я думаю, что вот самое главное камни отсюда прибрать с внешней вот этой вот стороны, которая закрывает нам портал туда, вот, чтобы дальше бросить можно было в самую гущу камней. И все будет вообще зашибенно. Может, тебе надо так, чтобы равномерно голова также прогревалась? Она сейчас высоко. Я говорю, можно было бы лечь здесь, вот так вот. Тогда бы равномерно. Ну, а если ты сейчас вот на этот полок ляжешь? А я тут остыну сразу. Я ж привык жарко, и видишь, бане. Угу. Сейчас нагреться уже и начинает хлестаться. А можно же какую-нибудь раскладную делать, да? Откидную? Ну да. Деревянную. А что? А чё нет? Можно. Можжевеловый веничек. Вообще кайф. Открыл для себя можжевеловый веник. Он колется, но колючки не впиваются. Да? Можно делать здесь еще, конечно, второе дыхание, проводить сюда. Это труба с улицы, выводится подача свежего воздуха. Вот. Но обязательно, чтобы она подогретая была где-то. Вот. То есть проход должен быть подогретый. Разные аромы короба еще используются, туда травы всякие кладутся, все это. Еще круче, конечно, можно все здесь навернуть, как обычно. Вот. Но если заказчик уже прям совсем так раздухарится, сейчас он не очень так попарился, мне главное прогреться, говорит, что надо. Но если со всей, как говорится, подойти ответственностью к этому вопросу по полной программе, то еще можно сделать тут всякие штучки интересные. Вот, и я думаю, что достойно, вполне достойна эта баня. Себя показывает парилка. Ну, в бане что главное, парилка, чтобы была хорошая. Все. Но мне чуть-чуть пара не хватает. Вот я еще не нагрелся уже, а похлестался, да, весь. Но мне еще надо. Еще буду подкидывать. Ой. Веничек. Отличный, можжевеловый. Можно
Хлещу так, потому что пара нету. Поэтому хлещу. Так бы хрен бы я похлестался. Голод тут 100 градусов. Но в этом тоже что-то есть. Веник будет заходить в поры глубже. И посидеть, подышать. Вот этот с травами уже. Тут полынь чудо, пижма какая-то, я видел, сейчас уже облетело все. О, вот это ароматерапия. Ингаляция. Хочешь попробовать? Нет, Ну зря. Понюхать просто. я понимаю. Можно еще не будем там сидеть и добиваться. Добиваемся, чтобы тепло было внутреннее. Вот я еще раз говорю. Не внешнее. Кожа, кости, там это все ерунда. Внутренние органы пробиваются, что ли. Сейчас пойдем. Снег? Да. Я пошел мыться. Давай. Капец. Зависнешь. Свистнул. Уже готов. О, капец. Как они парятся, я не понимаю. Сейчас хорошо. Иногда снег в рот попадает, поэтому надо внимательно быть с дыханием, чтобы можно было его вытолкнуть. Когда ныряешь, вот, ну, воздух выталкиваешь подводным плаванием, то есть кто занимался, ну, здесь примерно так же. Вот, либо закрывать рот, но дыхание, оно важно. Когда ложитесь, сразу запускайте дыхание. На этом можно и закончить, в принципе, с парной-то. Все проверили, достойно. Парная работает.